Здравствуйте. Следующий знак, который я хотела бы взять, это у нас львы. Пройдемся сначала по стихиям, то есть по стихиям огня, поэтому решила взять львов. Так вот, мои хорошие, мое видение именно львов, какое оно на самом деле. Все привыкли к тому, что это люди разбалованные, что это люди-короли, то есть что они ничего не видят. А теперь давайте сравним. Львы родились у нас под Солнцем, да, то есть под планетой Солнце, звезда. Теперь представьте, вот вам кажется, что лев вас не замечает, вообще не обращает на вас внимания. Но теперь я объясню, почему это происходит. Вот представьте Солнце, которое огромное, которое, в принципе, вот согревает все вокруг, да, и при этом мимо пролетает, какой-нибудь метеорит. Замечает ли Солнце этот метеорит? Подумайте об этом. Понимаете, это не в том дело, что человек вас не замечает как таковую или как такового, а это в том дело, что ему сейчас, возможно, некогда, потому что он освещает все вокруг, он выполняет какую-то свою работу. И именно больше это с этим связано. Поэтому никогда не обижайтесь в этом плане на львов, что они где-то не обращают на вас внимания, потому что они заняты другими делами, более масштабными. Они не видят мелочи вокруг, они всегда, как я называю это, хотят завоевать мир. И поэтому строят какие-то грандиозные планы. Они всегда идут вперед, они никогда не останавливаются. И, кстати, вот я говорю, вот всегда считается, что львы одевают корону. Это совершенно не так. То есть они не одевают корону. Они просто делают очень много и требуют это с других. Тоже, чтобы люди шевелились и двигались вперед. Это вот как раз львы. Но как бы там ни было, вы не забывайте еще о том, что все-таки Солнце у нас внутри холодное. То есть оно не раскаленное, оно только снаружи раскаленное. И какой бы лоск, какая бы яркость у львов ни была, а внутри это все-таки люди, которые холодны. С ними бывает очень сложно на самом деле, потому что они больше действительно концентрируются на том, что происходит в их мире. Они эмоциональные достаточно яркие в этом плане. Но они никогда не оставят вас. То есть они этим теплом солнечным, они пытаются всегда согреть. Что у львов интересно, это насколько они умеют все-таки привязываться к людям. Привязываются они очень сильно. То есть если они в своей сфере вас заметили, и если вы им интересны, то они просто так вас не отпустят. То есть они будут отдавать вот это тепло, они будут отдавать до последнего. Пока вы не скажете, что все, хватит, я больше не могу. То есть только тогда они отвернутся и уйдут. Но при этом же, опять же, если они уходят, не забывайте этот яркий солнечный свет, который сжигает. Не забывайте об этом. Что происходит у нас, когда это все сжигается? Сжигаются все концы. То есть человек просто разворачивается, лев, и уходит, и не возвращается. Да, он будет о вас вспоминать, он будет где-то там, это как прошлое, воспринимать, но он никогда не пойдет в те же самые отношения еще раз. Либо в ту же самую дружбу, если вы сделали больно. Вот это к этому моменту. Что у львов плохого, это все-таки, наверное, требования, которые они требуют от всех. То есть они считают, что им должны соответствовать. То есть они не понимают человеческую лень в какой-то степени. Львы, кстати, очень такие работяги, трудяги, на самом деле. Опять же говорю, огненный знак, он очень мощный. То есть, но они больше витают где-то в облаках. То есть планы грандиозные, планы мощные, движение вперед и все остальное, да. И поэтому какие-то мелочи, у них может быть полный бардак в доме. Полный. А они могут быть в этом плане вообще, вот им будет глубоко плевать, что происходит вокруг, но у них будет вот эта вот, как я говорила всегда, мысль, как завоевать этот мир. Всегда это будет. Еще ко львам. Что еще я могу о них интересного рассказать? Кстати, женщины-львы и мужчины-львы достаточно отличаются. То есть женщины это все-таки теплые, мягкие, пушистые, какие бы они, опять же, до определенного момента все, какими бы они ни были хорошими, они все-таки в конце концов взорвутся и просто уйдут, да, но они умеют возвращаться, они умеют прощать, они не умеют долго молчать, понимаете. Мужчины-львы же наоборот. То есть это больше для меня такие
Я не скажу, что ленивые, да, но все-таки вы должны представить, да, то есть это все-таки яркий какой-то знак, который любит вокруг себя женщин собирать, там, эм, притягивать. То есть здесь где-то как раз и играет роль вот эта вот дикая природа, да, то есть этот реверс свой метить, как говорится. Это у них есть. Они могут собирать действительно женщин, то есть они могут гулять на самом деле. И гулять они будут именно с теми, кто будет им давать лесть, кто будет им говорить, какие они необыкновенные, какие они хорошие. То есть вот в этом плане. Поэтому со львами и с мужчинами надо все-таки быть осторожнее. Но они, например, очень хорошие психологи. Они тонко чувствуют натуру человеческую, очень тонко. Как я уже сказала, работяги, да, то есть они грандиозные планы строят и все остальное. Но еще, кстати, у львов интересно есть качество. В какой бы они нищете, в бедноте не жили, то есть они все равно очень сильно, то есть чувствуют, наверное, вот это вот небогатство, я бы сказала. То есть, знаете, это вот как принцип. Человек пошел первый раз в ресторан и заказал, не зная того, не зная цены, но самое дорогое, самое изысканное блюдо. Они четко будут знать, какой ресторан самый лучший, при этом ни разу там не быв, какой камень там, не видя ни разу в глаза алмазы или бриллианты, но они четко будут знать, настоящий камень или нет. То есть у львов вот это есть. Вот это мое видение льва. Яркие, да. Но я говорю, никогда не обижайтесь на них, потому что это действительно вы должны всегда представлять огромное солнце. И если вы где-то пролетели мимо, они могут вас даже не заметить. Потому что не потому, что они заняты вот только собой, а потому что они заняты, чтобы обогреть все вокруг. У них всегда грандиозные планы. Вот это львы. До встречи на следующем знаке.